Всем привет, вы на канале Польза.нет, меня зовут Саня, и сегодня, вопреки всему, несмотря ни на что, мы сегодня с вами будем обозревать Xiaomi Mi Pad на 12 дюймов. Сейчас он у меня в левой руке, я снимаю на основную камеру, она здесь на 50 мегапикселей, фронтальная камера на 20 мегапикселей, микрофоны как работают, его вы слышите, здесь довольно шумно с одной стороны, с другой стороны ветра нет. По поводу его специфических каких-то качеств, 2,5К экран, 120 Гц, 870 процессор от Snap максимально стабилен, я гонял его несколько часов в чем только можно. Играть лично мне на таких размерах экрана некомфортно. Из плюсов, разумеется, это приличные баллы в Antutu, приличные баллы в Storage тестах, быстрая зарядка на 67 Вт, которую быстрой я лично не назову, потому что 10 тысяч мАч заряжается ох как долго. И в целом мне планшет безумно понравился. У меня есть прошка от Яблока, я на нее обзор не делал. На это дело я захотел сделать обзор, хотя свои минусы здесь есть. Того же мини-джека здесь нет. Смотрим. Перейдем к распаковке. Поставляется данный планшет в стандартной матовой черной коробке с золотистыми надписями. Да, углы слегка сбиты, но сам планшет пришел целым, что хорошо. Упаковано все отлично и надежно. К слову, на подарок однозначно зайдет. Наклейки с планшета снимаются хорошо и клей не остается, что радует. В комплекте мы имеем кабель USB-A и USB-C, блок питания на неплохие 67 Вт, но с китайской вилкой, так как у меня планшет в китайской версии. Про глобалку пока ничего не знаю. Также есть документация и больше ничего. Сам планшет довольно тонкий, но, разумеется, в габаритах не маленький, а именно 284 мм на 185 на 9,8 мм вместе с блоком камер, а без него 6,7 мм, удивительно тонкий. Весит он целых 620 граммов. Изначально нам предлагают несколько языков, среди которых есть английский, но русского, разумеется, в стоке нет. Это вам не BBK. Летим дальше. Розыгрыши море, читаем описание, какие сейчас актуальны. Постоянно это, разумеется, 5 Mi Band 6 серии. Разыгрывается за лайк, подписку и комментарий к любому видео ежемесячно. Помимо этого разыгрывается еще iPhone 14, OnePlus Nord N20 SE, Poco M5s и Tecnovский Smart. Подписывайтесь с колоколом. Всем, кто оставит любой комментарий, огромное спасибо, вы помогаете проекту. Перейдем же к планшету. Полетели. Приобрести данный девайс можно в серой, мятной и темно-серой расцветке. Дизайн строгий и минималистичный. Выглядит он, конечно, стильно. Корпус матовый, выполнен он из металла. Качество сборки хорошее, за что плюс. Как из-за материала, которые тактильно приятные. В руках держать планшет удобно, печатать в вертикальном положении планшетом можно, но неудобно. Грани прямые, но ладони не натирают. Тыльная часть не марка, и отпечатков пальцев на ней практически не видно. На корпусе расположена кнопка питания, качели регулировки громкости, разъем USB Type-C, OTG версии 3.2 Gen 1 по заявлению производителя, 2 микрофона, 4 стереодинамика. Звучание приятное, но не сказал бы, что оно прям топовое. Для планшета более чем достаточно. Dolby Atmos на борту с заготовленными эквалайзерами. Ко всему есть еще кастомный эквалайзер, за что спасибо. Мини-джека и К-порта не завезли. Планшет поддерживает чехол, клавиатуру и стилус, что, разумеется, удобно, но ценник на них не маленький. Хотя, с другой стороны, по сравнению с клавиатурой, которая у Яблока, которая стоит как этот планшет, в принципе, адекватные деньги стоит все это дело. Летим дальше. Xiaomi Mi Pad 5 Pro на 12 дюймов оснащен IPS-дисплеем на 12,4 дюйма с разрешением 2560 на 1600 пикселей, 2,5К. Рамки у экрана небольшие, Dolby Vision и HDR10 на борту, как и технология MEMC. Широкая цветовая гамма DCI-P3, контрастность 1500 к 1, сертификация TUV, Rainland Low Blue Light и режим защиты глаз версии 3.0 имеется, что, конечно же, хорошо. Глаза от экрана лично у меня не устают, но это и не удивительно. Плотность пикселей 243 ppi, чего, как по мне, конечно же, маловато для таких размеров. В настройках для персонализации экрана под свои предпочтения функций достаточно. Можно отрегулировать цветовую температуру, настроить раскладку клавиатуры, персонализировать интерфейс, а также воспользоваться ПК-режимом и разделением экрана, что говорит о многозадачности устройства. И да, с такими дюймами это очень удобно. Яркость 500 кандел на метр квадратный, максимальная при прямом попадании света на экран, к примеру, на улице, яркости слегка не хватает, но в целом пользоваться планшетом можно. Но, как по мне, данный планшет больше подойдет, разумеется, для домашнего использования,
использования, в первую очередь из-за габаритов. Частота обновления экрана 120 Гц, на выбор также есть 60 Гц. Частота дискретизации касания 240 Гц. Автояркость работает отлично и быстро подстраивается под смену освещения, так как установлен двойной датчик освещенности. Под разными углами тон картинки слегка бросает в холодный оттенок. Мультитач есть и на 10 касаний откликается хорошо. Разблокировать экран можно стандартными видами разблокировки, а также распознаванием лица. Срабатывает распознавание лица хорошо как в вертикальном положении планшета, так и в горизонтальном, и даже под углом. Завести биометрические данные можно до 2 лиц, за что спасибо. Экран для повседневного использования отличный, цветопередача приятная и насыщенная. Как и для всех IPS-матриц, повторяюсь, не хватает яркости. Опять же мне. Я привык к AMOLED. Летим дальше. Процессор установлен Qualcomm Snapdragon 870 с техпроцессом 7 нанометров и 8 ядрами. Максимальная частота которого 3,2 ГГц, графический процессор Adreno 650, интерфейс MIUI 13 на базе Android 12 версии. Оперативная память LPDDR5 и доступна на выбор 6, 8 или 12 ГБ. Виртуальное расширение ОЗУ на борту плюсом до 2 ГБ. Но мы помним, что это все фикция и маркетинговые штуки. То есть у вас оперативка ОЗУ и ПЗУ работают с разной скоростью. От того, что вы в ОЗУ добавите из ПЗУ 2 ГБ, хоть 20. Она быстрее работать не станет. Так что помним про маркетинг, правда? Внутренняя память UFS 3.1, и это круто, и на выбор 128, 256 или 512 ГБ. Имеется поддержка Wi-Fi 6 версии. Разговаривать по видеосвязи через мессенджеры довольно удобно. Микрофоны отрабатывают отлично, звучание четкое и хорошее. Вибромоторчика, к нашему сожалению, нет. Bluetooth версии 5.2, не последний 5.3. NFC, разумеется, не поддерживается, да он и не особо нужен. Согласитесь, что платить таким планшетом будет сложно. С другой стороны, NFC-модули еще нужны для быстрого подключения, допустим, у тех же соневских наушников. Ну ладно, нет так нет. И GPS-навигации тоже нет. Далее, емкость аккумулятора 10 тысяч мАч. В письмарке устройство выдало 6 часов 57 минут на 100% яркости при 120 Гц, что очень даже скромно. Xiaomi Mi Pad 5 Pro поддерживают быструю зарядку на 67 Вт и технологию Quick Charge версии 3.0, Quick Charge версии 4+, и Power Delivery версии 3.0. Заряжается с 0 до 50% от родного адаптера питания за 35 минут, с 0 до 100 за 1 час 10 минут. С неродным адаптером, чтобы вы понимали, он заряжается в среднем со скоростью 1 час 30% или 3,5 часа до 100%. Поедает за час просмотра видео на YouTube при максимальной яркости по Wi-Fi 10% заряда. За час игры в Genshin Impact на максимальных настройках графики улетает 20%. Играть можно спокойно, без каких-либо проблем. Картинка плавная, но изредка проскакивают фризы. Планшет сильно не нагревался и не понижал яркость, за что ему отдельный плюс. Также я играл в более легкие игры, например, в Standoff 2. Разумеется, в шутеры не совсем удобно играть на 12-дюймовом устройстве, но возможно, если приноровиться, если вам это надо. В подобных играх планшет показал себя отлично, хотя по большому счету такая штука огромная, больше для RPG либо стратегий. Далее, Xiaomi Mi Pad 5 Pro поддерживает проекцию экрана DP-HD через кабель. Перейдем же к тестам. Тротлинг-тест проходит неплохо. 266 гипсов минимально, максимально 326, в среднем 291 гипс на 100 потоках при 30 минутах. В Geekbench 5 в сингл-коре 1004, в мультикоре 3156. 3D Mark показал Wildlife 3555, Wildlife Extreme 1022, Wildlife Stress Test 3554, Wildlife Extreme Stress Test 1024, Slingshot Extreme 5731 и Slingshot 7664. В Antutu планшет выдал результат в 670 тысяч попугаев, Storage Test же показал 43 тысячи, что подозрительно мало для этого типа памяти, но ладно. На холодную 30-минутный стресс-тест прошел довольно хорошо, результаты теста искусственного интеллекта 693 тысячи, и когда я его специально разряжал, чтобы проверять зарядку, планшет в течение 3 часов при прогонке стресс-теста процессора показывал себя великолепно. За это отдельно огромный плюс ему. По камерам. С тыльной части расположили блок камер с LED-вспышкой. Никакого направленного микрофона, разумеется, здесь нет. Основной сенсор на 50 мегапикселей, затычка на 2 мегапикселя. Автофокус, цифровой зум, цифровая стабилизация, сенсорная фокусировка, распознавание лиц на борту. Запись видео доступна в максимальном разрешении 4К 30 FPS. Режимов для фото и видеосъемки достаточно. Фронтальный сенсор же на 20 мегапикселей и чип здесь IMX596. Максимальное разрешение для съемки видео у фронталки 1080p 60 FPS. Качество съемки, как и фотосъемки, для планшета хорошее, но минусы, как всегда, присутствуют. Короткие примеры вы сейчас увидите. Он просто огромный, этот планшет. И, разумеется, никто не будет ни играть там во что-то в него,
не выходить, типа, я на концерте, пробейте мне голову, у меня планшет на 12 дюймов, потому что может кто-то подумать, что это яблоко, а если кто-то подумает, что это яблоко, ну вы прикиньте, сколько это дело стоит. Ну а так прикольно, видите, можно кружечку рассмотреть. 4К 30 FPS, но помним, что ночью вообще ничего хорошо не снимают. Нет ощущения сплошного мыла, то есть ощущение, как будто его стоит вот держать на месте, и тогда будет нормальная съемка. Если ты будешь двигать, никакой нормальной съемки не будет, разумеется. Но 4К 60 FPS, съемка на планшет, огромнейший Xiaomi. Разумеется, на камне вряд ли вы с ним пойдете, и, разумеется, вы вряд ли что-то ночью будете с него снимать. Ну, здесь и яблоко-то не супер топово снимает, а эта штука, ну, очертания домов, очертания луны, даже не очертания, а свет. И, в принципе, все по стабу. Ну, вот такой стаб, вот такой. Nothing more. Если встать и снимать, то более-менее еще что-то видно. Немного фронталки. И, к сожалению, здесь нет функции, чтобы можно было отдалять. То есть нужно держать эту махину далеко от лица. Если вы будете снимать отдельно на планшет, допустим, ну, в принципе, в пасмурную погоду он отрабатывает. Если снимать себя, то на вытянутых руках, ну, волосы снимает в принципе. Не худший вариант развития событий, но я бы не сказал, что лучший. И, разумеется, основная камера 4К 30 FPS. Вижу, как лагает. Вполне возможно, на картинке на компьютере или на YouTube уже будет нормально. Ну а так, и стаб здесь с ума сходит, могли бы получше поставить. И картинка подфризивает при движении, притом прилично. Ну а на штатив такое вы не поставите. Но опять же, планшет это не про съемку обычно. 4К 60 FPS. Абсолютно бесполезно. С одной стороны, применение планшета это съемка цветочков, но вдруг кого-то конкретно накроет, и он решит снимать папоротники такой огромной штукой. Минусы: нет мини-джека, нет вибромоторчика, мало яркости экрану, нет GPS, нет NFC, нет 60 FPS у 4К для основного модуля. По мне, маленькая плотность пикселей, то есть хотелось бы 4К разрешение экрана и побольше яркость. Цену можете посмотреть по ссылке в описании к видео. Если промокоды смотрите в моем телеграм-канале, также по ссылке в прикрепленном комментарии. Али подозрительно спустила курс, и ощущение, как будто сейчас распродажа, потому что разница между биржевым курсом и курсом у Али впервые меньше 10%. Обычно они добавляют 20% добавленную стоимость. Не спрашивайте меня почему, но сейчас есть выгодное предложение. Допустим, тот же Pixel 7 и 7 Pro я вчера выкладывал на канале и сам же и купил, потому что очень приятные цены. Смотрим, не забудьте написать какой-нибудь комментарий ободряющий. Огромное спасибо всем, кто посмотрел данный ролик. Не забудьте подписаться еще на телеграм-канал взаимопомощи, телеграм-канал Пользаграм, где мы скидываем примеры фото и видео различных смартфонов, планшетов и всего вот этого вот. Резюмировать я бы хотел уже на фронталку. Максимум 1080p 60 FPS. При хорошем освещении, вы видите, снимает она по мне довольно неплохо, если не сказать волшебно для планшета. Из минусов, разумеется, это то, что нет глобальной версии и вряд ли она появится. Из минусов это для кого-то плюсы, лютые габариты, ничего нового здесь нет. Нет мини-джека, нет, разумеется, никакой защиты от влаги, но в целом, учитывая какой экран, какие здесь процессоры, все остальное, планшет очень классный, прям мега классный. Я не буду сравнивать его с iPad сейчас, во всяком случае. Разумеется, по цене он в 2 раза дешевле. По качественным характеристикам я не скажу, чтобы он был хуже. Напоминаю, что это пример в конце фронталки на 1080p 60 FPS. Кто смотрит ролик, мне кажется, и сами знают, нужен ли им такой планшет. Подписываемся на канал с колоколом, ставим лайк за труды, пишем в комментах, что еще купить на обзор. Не забываем, что любой комментарий помогает проекту. Огромное спасибо всем, кто оставил. Девайсу однозначно да. Добра и удачи вам, дорогие друзья.